Доброго времени суток, мои любимые. Меня зовут Луна. Рада вас видеть на канале Таро и Леди. На канале, в котором карты Таро буквально через меня служат вам, мои леди. Почему? Потому что на канале делаются расклады, которые показывают будущее, предупреждают, раскрывают тайны. И в конце мы также выявляем препятствия, которые есть не по судьбе, те, которые из-за зависти, из-за злых людей, из-за жадности. И делаем в конце расклада, если это необходимо, коррекцию. Рада вас видеть, присоединяйтесь к моему каналу. Итак, давайте сегодня сделаем расклад карт Таро. Зачем он играет со мной? Так, давайте для начала сделаем сигнификацию, чтобы мы четко понимали, что это расклад ваш. Да? Если не ваш, посмотрите другие расклады у меня на канале. Это важно, знать, расклад ли это ваш, потому что мы делаем коррекцию. Итак, что сейчас у вас в жизни, чтобы поняли, что это вы. Ну, смотрите, вы находитесь сейчас на какой-то развилке, да. То есть вы сами должны решить, куда вам двигаться дальше. Как-то так жизнь сложилась, что нужно выбрать правильный путь. Или идти туда же дальше прямо, или совершенно свернуть в сторону, изменить свою жизнь. Карта Букет нам говорит о том, что с одной стороны это подарок, с другой стороны вы сами знаете, букет, он имеет такое свойство, он вянет. Это говорит о том, что что-то происходит не так. Казалось бы, было все хорошо, но вы понимаете, что это ненадолго. Да, пришло время сбора урожая. Все то, что вы сделали за это время, что строили в своих отношениях, все это нужно собрать, иногда, может, жестко срезать и решить, что с этим делать. Карта Солнца. Это говорит о том, что впереди вас ждет что-то хорошее. Итак, вы, надеюсь, узнали свою ситуацию, и теперь мы приступим к раскладу карт Таро. Зачем он играет со мной? Давайте для начала посмотрим, что он чувствует к вам. Есть ли у него чувство к вам? Чувство у него есть, но почему-то сейчас именно он находится в таком состоянии, когда ему не хочется ничего. Ни любви, ни чувств, ни новых отношений. Вот какая-то у него такая эмоциональная истощенность. И он сам не знает, чего он хочет. Хотя из какой-то ситуации он вышел победителем, если посмотреть со стороны. Но видите, эта победа совершенно не приносит ему радости.
такой себе победитель. Он хочет бежать к вам. Он хочет, искренне хочет лететь, бежать к вам. Ну что ему мешает? Но то ли ссора между вами была, то ли дурные мысли. Ну вот что-то над вами кружит. То ли у него депрессия, то ли у него какие-то сложности. Все это вместе ему мешает. А ему всего лишь нужно встать, взять ключики, открыть дверь. Ну, давайте посмотрим, что он будет делать. Хочет сейчас подумать о деньгах. Планирует какую-то поездку, может командировку, может путешествие, может отъезд в другой город, может поездка к вам. Какие-то рискованные планы у него есть. Ну вот буквально он по краю ходит. У него есть мысли, что вы его тормозите, что вы его привязываете к себе. Да, с одной стороны, вроде бы любовь, а с другой стороны, он боится привязанности к вам. Вот такой загадочный мужчина, видите? Боится привязаться. Ну, Верховная Жрица нам говорит о том, что есть еще тайны, которые он от вас скрывает, но их вам не стоит знать. Хорошо, давайте теперь основной вопрос. Уже многое стало понятно. Давайте зададим прямой вопрос. Зачем он играет с вами? Зачем он так поступает? Давайте посмотрим, что нам ответят карты Таро. Весело ему от этого. Вот буквально, ну вот такой человек, ну вот весело ему именно так, как он поступает. Хотя он хочет с вами семьи, хочет счастливой семьи, хочет детей, благополучия. Но вот он видит только себя. Вот он видит только себя и все. То есть ему все равно, что вы чувствуете. Вот ему хорошо и ему хорошо. Ну вот он такой какой-то вот... Ну вот может со скалы прыгнуть спиной, да. То есть и не задумается про то, что вы там планировали 6 детей, да, там выплатить кредит на квартиру, машину, а ему вот сейчас захотелось прыгнуть вниз головой. Зачем вам тратиться на его похороны? То есть и детей оставлять сиротами. Давайте спросим совет ангелов-хранителей. Как вообще вам поступать в этой ситуации? Вообще нужен вам это такой мужчина? Что вообще предпринять, чтобы было легче? Потому что отношения, ну, реально сложноватые, скажем так. Мы, конечно, коррекцию сделаем, тут без коррекции невозможно. Какой совет карт? 9 жезлов. Не сдавайтесь. Защищайте то, что вы сделали. Имейте храбрость и верьте в себя. Ну,
Девятка жезлов в данном случае нам говорит о том, что вы должны четко защищать свои границы, чтобы вам в этих отношениях было комфортно. Не только ему, а и вам. То есть четко нарисуйте, что вы хотите, что вы видите, согласуйте, возможно, добивайтесь, очертите то, что вы хотите видеть. Защищайте свои границы. Это совет ангелов. И давайте теперь поработаем с этим раскладом. Ну, давайте уберем его апатию. Ну, пускай будет победителем, пусть стремится к вам. Уберем дурные мысли, нежелание открывать дверь. Ну, пускай стремится и к деньгам, да. Ну, давайте риск и какие-то действия, что он хочет предпринять, мы оставим. Берем то, что он переживает, что он к вам привязан. Верховную жрицу уберем. У нас тут ничего, я так поняла, не оставим. Пускай радуется, веселится с вами, думает о прекрасной семье. И больше нечего оставить. Вот. Вот что у нас получилось. Пускай чувствует себя победителем, стремится к вам, идет на риск, чтобы заработать деньги, веселиться с вами. У вас будет прекрасная семья. Так, такой расклад получился. Сейчас посмотрим, что нам коррекции делать. Ну, будем пробовать. Что я вам скажу? Мужчина сложный. Но если любят, мы ж не будем как те волчицы выть, да, и страдать. Давайте работать, чтобы как-то улучшить эту ситуацию. Чтобы сделать максимально хорошо. Так, смотрим. Коррекция до 3 месяцев происходит. У кого-то сразу сработает, сразу будет облегчение. Совет карт вы помните. Помогаю чем всем. Так, ну давайте, девочки, с Богом. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. В комментариях не забываем писать спасибо, да будет так. Проверяем, получилось ли у нас убрать препятствия. Если нет, то повторим. Лайкать не забывайте, потому что я понимаю, интересно, вы забываете. Ну, говорят, дано будет по взвешенно будет дано, то есть по правосудию будет вам дано. Ну, это невозможно дальше регулировать то, что есть. Смотрите, девочки, если кто-то чувствует, что не помогло, можно тот участок, когда мы обращаемся к высшим силам, там, где мы смотрим препятствия, пересматривать. Да будет так во благо ваша луна.